В этом году многие иностранцы уезжали с этого острова и продолжают уезжать. Кто-то по личным причинам, кто-то просто разочаровался в острове, а кто-то открывает для себя новые горизонты, кто-то просто возвращается домой. А квартиры остаются. И для нас довольно частая ситуация помогать с продажей объектов недвижимости удаленно собственникам, которые уже на острове не находятся, либо только планируют уехать насовсем. А что делать с недвижимостью? Вроде бы надо продать, но как это сделать удаленно? Или остаться, пока квартира не продастся? А как она сейчас на текущем рынке? Долго ли будет продаваться? Тут некоторые объекты годами висят. Что делать? И вроде бы квартира, которая раньше радовала и была очень нужна, теперь просто висит тяжким бременем, как цепь с гири на ноге. В этом видео подробно и по шагам разберем, что делать в такой ситуации и как продавать квартиру, если вы планируете покинуть остров. Для начала, как я всегда говорю и не устану повторять, нужно четко определить задачу, что именно вам нужно именно в вашей ситуации. А точно ли надо продать? И да, не всегда надо продавать. Иногда рынок прямо сейчас в моменте не дает тех условий, которые вам нужны для решения вашей задачи. И может быть недвижимость лучше придержать у себя. Может быть вы планируете вернуться в будущем или возвращаться. Может быть недвижимость понадобится вашим детям или что-то еще. Но если есть сомнения, сначала определитесь, продавать или не продавать. Просто выставить и попробовать сейчас не тот рынок, чтобы это делать. Сейчас нужно, если решили продавать, тогда уже четко продавать и действовать системно. Если нет, может быть действительно, если сомневаетесь, лучше придержать и повременить. Но если решено продавать, тогда давайте разбираться дальше, как не избежать ошибок и сделать это с максимальной выгодой для вас. Если продавать, то за какие деньги, в какие сроки? Да? Сроки определяете только вы. Вам срочно нужны деньги, вам нужно вложиться куда-то еще, либо вам нужны деньги по каким-то другим причинам. Это одна ситуация, тогда нужно действительно действовать быстро и достаточно агрессивно на этом рынке. Если вы не торопитесь и хотите вытащить максимум капитала из своей недвижимости и конвертировать ее в максимум денег, насколько это возможно, это совершенно другая ситуация. Определитесь со сроками и с вашими ожиданиями по цене. Хорошо бы определять цену не на глазок, но поймите, что вы можете назначить только цену предложения, цену сделки назначаете не вы. Цена сделки будет там, где и вы, и ваш потенциальный покупатель будете согласны на эту сделку. И если ваши ожидания не будут соответствовать ожиданиям покупателя, вы просто не встретитесь и сделки не будет. Но даже если все сделали правильно, очень часто бывает так, что квартира висит и не продается. В чем проблема? Ну давайте представим, вы решили продавать. Сделали какие-то фотографии, разослали предложение всем агентствам, они накинули сверху свои комиссии и выставили в свои базы. А дальше у вас полная информационная тишина. Вы не знаете, что творится с продажей вашего объекта. Вы не знаете, идут ли какие-то просмотры и есть ли интерес от покупателей. Вы не знаете ничего. Агентства молчат и держат вас в неведении. Почему? Вы обращаетесь во все эти агентства, спрашиваете, как дела, они вам ничего внятного не отвечают, и в итоге ваша квартира просто висит без внимания, вы теряете время и не получаете денег с продажи вашего объекта. Почему так происходит? Скорее всего, вы обратились в те агентства, которые не заинтересованы напрямую в продаже именно вашего объекта. Потому что я напоминаю, что многие агентства здесь зарабатывают с того, что продают недвижимость своим покупателям, которых привлекают разными способами и работают с ними в их интересах. И им абсолютно без разницы, продастся ваш объект или какой-то другой. И зачастую бывает так, что они скорее продадут объект с большей комиссией, тот, который им более интересен. А так как вы, скорее всего, не заключили ни один агентский договор ни с кем, то и спрашивать вы ни с кого не можете, а почему вы не занимаетесь продажей моего объекта? Да потому что они вам ничем не обязаны, юридически вы даже не их клиент. И если с вашим объектом никто не работает, вам и винить тоже некого. Поэтому ошибка номер 1 – доверить продажу вашей недвижимости не заинтересованным в этом людям. Вторая ошибка. Если вы просто скинули какие-то фотки каким-то агентам или в какие-то чаты и ждете, что сейчас придет покупатель и случится какая-то магия, зачастую это не работает. А в текущих реалиях рынка Северного Кипра, скорее всего, это не работает. Почему? Да просто потому, что сейчас рынок покупателя. На каждого покупателя приходится десятки предложений. А это значит, что у продавцов между собой за внимание покупателя огромная конкуренция. И эту конкуренцию надо как-то выигрывать. И даже если вы поставили одинаковую цену со своими конкурентами, но у них просто подача интересна, у них фотки вкуснее, у них более исчерпывающие и заинтересовывающие описания, просто до вас никто не дойдет, потому что таких, как вы, десятки, и у покупателей есть огромный выбор, куда пойти, что посмотреть, ему не обязательно смотреть вообще все. А вы, разослав во все агентства свои домашние фотки, ждете, что с их базы что-то где-то придет, но я напоминаю, агентства чаще всего не заинтересованы в продаже именно вашей квартиры, они заинтересованы в сделках. А с каким объектом недвижимости это будет, им без разницы, кроме того, сколько комиссий они получат с какого объекта, потому что перед вами у них нет никаких обязательств. Если ваш объект не продается, это не их проблема. Но допустим,
у какого-то агента находится покупатель с похожим запросом, и он приведет вам на показ покупателя. Естественно, покупатель хочет наиболее выгодные условия для себя. А агент, в свою очередь, хочет для него обеспечить эти самые выгодные условия, потому что иначе этот покупатель уйдет к другому агенту, в другую базу, и он будет сравнивать между собой те предложения, которые наиболее выгодные для него. Что в этом случае будет делать агент с вами? Естественно, он будет давить вас по цене. Чем более выгодные условия он у вас выторгует, тем больше шансов, что он сделает со своим покупателем сделку и заработает на вас свою комиссию. И такой агент будет аргументировать тем, что покупателей и так мало, а тут есть интерес, давайте уступим. И вам придется в условиях вот этой информационной изоляции, когда вы не знаете, что происходило с другими покупателями, какой вообще был интерес, а интересен ли ваш объект в целом рынку, а нормальная ли цена, конкурентна ли, вы этого всего не знаете, и вам придется принимать решения в условиях этой изоляции. Если сделка и произойдет, то явно не на самых выгодных для вас условиях. Я напоминаю, что очень сложно принимать грамотные и взвешенные решения, если у вас нет полной информации о реакции рынка на ваш объект, насколько интересен ваш объект рынку в целом и конкретно ваше предложение конкретным покупателям. Итак, как подготовить продажу, если вы уже не на острове, либо собираетесь его покинуть? В первую очередь, найдите подрядчика, найдите представителя, агента, который будет представлять ваши интересы и иметь перед вами обязательство это делать. Заключите договор, в котором прописана его ответственность. Требуйте отчетности о его действиях, желательно каждую неделю. Хорошо, если в его ответственность входит медиаподготовка вашего объекта, фото, видео, размещение на сайтах-агрегаторах, размещение на других рекламных ресурсах и отчетность по этим действиям. То есть человек должен работать, чтобы выиграть конкуренцию, чтобы привести покупателей и получить заветное предложение о покупке от этих самых покупателей. Это та работа, которая должна делаться, и это та работа, за которую вы должны иметь право спрашивать. А это можно сделать только юридически став клиентом, то есть заключив агентский договор. Я нанимаю вас на работу, я вам заплачу деньги. Вы мне должны отчитываться за эту работу. Если вы продали, тогда вы получите деньги. Если вы не продали, я хочу знать, почему вы до сих пор не продали. Вот такие условия с наибольшей вероятностью приведут вас к результату. Следующее, что нужно сделать, подготовить доступ к объекту и документы к сделке. Подготовьте доступ агенту, чтобы он мог беспрепятственно показывать квартиру покупателям. Если у вас там арендаторы, ваша ответственность договориться с ними, чтобы они не препятствовали просмотрам. Агент в ваших отношениях с арендатором юридически не имеет права никакого вмешиваться. Естественно, они будут взаимодействовать между собой, но именно вы можете повлиять на вашего арендатора, чтобы у вас были хорошие договоренности, показы были в удобное время, никому с одной стороны не мешали, с другой стороны, чтобы вы не упускали покупателей, заинтересованных в покупке. Напомню, если агент долгое время не может показать ваш объект, скорее всего, этот покупатель найдет другой объект, потому что предложений сейчас хватает. Подготовьте документы. Агент вам поможет понять, как будет проходить сделка в зависимости от юридического статуса вашего объекта, что там с документами, участвует ли застройщик в сделке, какие дополнительные расходы, кто их оплачивает. Подготовьте карту сделки, где будет четко понятно, какие суммы когда будут уплачиваться, сколько на руки вам останется по итогу от такой сделки. И если вы не планируете приезжать на сделку, оставьте доверенность либо на адвоката, либо на ваше доверенное лицо, на человека, которому вы доверяете, который за вас подпишет документы о продаже. Далее, работайте с ценой. Хороший агент даст вам прогнозы по цене, почем сейчас продаются похожие объекты, какие у них успехи в рекламе, как часто происходят сделки по таким объектам. Но вы и только вы определяете стоимость вашего объекта. Запомните внимательно, это очень важно. Ни один агент не вправе определять цену вашего объекта. Все, что мы можем, это только давать вам рекомендации в зависимости от того, что показывают нам данные от рекламных кампаний, от рынка, от того массива информации, с которым мы работаем каждый день, работая с рекламой недвижимости. Но только вы определяете цену. Но если объект не продается, возможно, это означает то, что ваше предложение, конкретно ваше предложение по цене, рынку не интересно. И может быть, стоит сделать шаг навстречу, сделать другое, более выгодное предложение. Далее, требуйте отчетности от агента о проведенных действиях. На каких площадках размещается объявление, какая там активность, сколько просмотров, сколько обращений, сколько было показов и, самое главное, из этих показов были ли предложения о покупке. Хороший агент обязан превращать показы в предложения и озвучивать вам все предложения, любые, даже самые маленькие. Даже если вам предложат $1 за покупку, агент обязан вам это передать. И мяч будет уже на вашей стороне. Вы можете всегда принимать предложения, вы можете отказываться от них, вы можете делать встречные предложения. Но агент — это тот человек, который работает в ваших интересах ради того, чтобы приносить вам такие предложения. А вот чего не стоит делать? Это точно раздавать фотки своего объекта всем подряд
агентством без каких-либо обязательств. Да, возможно, и такие сделки тоже делаются, но вы никак не можете это прогнозировать. А если успехов не будет, вам не с кого будет спросить, почему ваш объект не продается, и вы даже не узнаете причину. Точно не стоит рассчитывать, что все продастся само, потому что есть только две причины, чтобы объект продался сам. Первое, он либо очень дешевый, дешевле всех конкурентов. Второе, вам просто повезло, и у какого-то из агентов, кому вы разослали, уже был покупатель с похожим запросом, который просто не нашел ничего похожего. Такое иногда бывает, но прогнозировать это тоже невозможно. И шанс на то, что именно ваш объект продастся так, очень маленький. И ни в коем случае не ведитесь на давление, типа давайте сбросим цену, а то клиент уйдет, без подтвержденного спроса. Решение всегда только за вами. Агент может только собирать предложения от покупателей и передавать их вам. Но вам проще будет принимать такие решения, соглашаться на скидку или отказываться, или может быть делать встречное предложение, когда у вас будет перед глазами информация, а сколько клиентов до этого посмотрело, а что они до этого предлагали, а были ли вообще предложения, какая активность и какие есть прогнозы. И вы можете спрашивать у вашего агента его мнение, но это будет только его мнение. Недвижимость ваша и сделка тоже ваша. Решение принимать вам. Но лучше, когда вы это решение принимаете, исходя из понятных данных. Как работает DreamHall с такими случаями? Мы постоянно работаем с клиентами, которые уехали, а мы помогаем им с продажей удаленно. Поэтому мы сами готовим объекты к продаже, готовим все медиаматериалы, размещение, фото, видео, описание. Все это на нашей ответственности. Анализируем рынок, находим похожие предложения и делаем прогнозы по цене. Сами размещаем рекламу и собираем данные об активности по этим рекламным кампаниям. И каждую неделю мы отправляем вам отчет о рекламных действиях. Сколько было звонков, сколько было показов, и о каждом полученном предложении вы узнаете незамедлительно. И самое главное, мы напрямую заинтересованы в том, чтобы вы продали объект как можно дороже, потому что мы получим деньги только когда вы получите деньги. Мы в DreamHall знаем, как сделать так, чтобы вы получили ожидаемый результат, а не пустые обещания и нервные звонки. Если вы планируете уехать или уже уехали, оставьте заявку по контактам в описании, мы будем рады помочь вам в решении ваших задач.